Друзья, всем привет! На связи компания Surround Shop, меня зовут Дмитрий. Сегодня я расскажу, для чего нужны просадки в седло и как их установить на байк. Изначально строит достаточно низкая посадка, и многие люди выше 170 см жалуются на то, что им просто некомфортно сидеть на этом байке. У нас в ассортименте есть достаточно много запчастей, которые решают эту проблему, и в частности это просадки в седло, которые поднимают седло на 5 см вверх. Мы советуем ставить просадку в седло людям ростом выше 170 см. Например, у меня рост 1,76 м, и с этим ростом мне максимально комфортно при установленных просадках в седло и с установленными просадками в подножке. То есть при этих двух апгрейдах посадка выравнивается и за рулем байка становится комфортно. Сейчас мы вам покажем фотографию, где наглядно показано, как меняется посадка на стоковом байке и на байке с просадками в седло. Для установки нам потребуется сам комплект проставок в седло. В него входят проставки слева и справа, потом адаптер крышки батареи, который ставится вот сюда и будет держать батарею, и два адаптера, которые ставятся вот сюда. И также, естественно, комплект болтов. Плюс понадобится два шестигранника и крестовая отвертка. Для начала нам нужно будет открутить вот эти два болта с одной стороны, такие два болта с другой стороны, и болт, который держит этот пластик. Также, пока мы не сняли седло, нужно вытащить батарею из байка, чтобы было легче работать с вот этим пространством. Кладем отдельно вот эти винты, чтобы их не потерять. И начинаем откручивать пластик. Далее нам нужно, чтобы снять эту конструкцию, нужно освободить два винта здесь. Вот здесь их можно увидеть. То есть вот седло, и оно по факту вот теперь держится только на вот этих двух болтах. Выкрутили винты, и теперь седло у нас отдельно, а рама байка отдельно. Их связывает только один провод, который идет на задний фонарик. Ставим седло аккуратно на байк, убираем винты и идем за проставкой седлом. Для начала нам нужно определиться, какая правая, какая левая. Это можно понять интуитивно. Выглядит и потому, как проставки выглядят на байке. То есть выглядеть это должно так, вот так. Соответственно, убираем правую, оставляем одну проставку. Седло немного смещаем вправо. Берем болты, которые мы изначально сняли с байка, два, которые держали вот это седло, и начинаем прикручивать проставки. Кстати, с проставками идут болты под больше шестигранник, соответственно, для установки проставок в седло вам нужен будет еще третий размер шестигранника. Теперь мы берем седло, поднимаем его, вставляем пазы слева и справа и насаживаем болты. Плотно закрутил болты на проставках в седло, и теперь нам осталось установить только адаптер, который будет держать этот пластик, и адаптер, который будет установлен здесь, адаптер крышки батареи, который будет не давать болтаться батареи и помогать язычку дотягиваться до сюда.
Если вы помните, вот здесь я откручивал два болта. И важный момент, вот эта штука, она ни к чему теперь не прикручивается, она вот так и должна здесь болтаться. Это никак не влияет на работу байка, и хуже конструкция от этого не стала. Переходим к установке пластика. Для установки вот этих пластиковых треугольников нужно взять болт, которым крепился вот этот пластик к раме, подобрать треугольник, который должен встать вот так, то есть с узкой части к раме и широкой частью к пластику. И, соответственно, этот треугольник мы вот так вот вкручиваем. То же самое делаем мы с другой стороны. Теперь мы берем болты, которые шли в комплекте с проставками в седло. Здесь с болтами идет еще гайка. И для этого нам понадобится пассатижи, чтобы это все затянуть. Теперь нам осталось только установить этот адаптер крышки батареи. Для его установки нам нужно снять этот язычок. Теперь этот язычок нужно будет перенести на адаптер. Объясню, как это работает. Если, допустим, оставить язычок, как он был, то он будет не доставать из-за того, что проставки в седло немного сместили седло назад. Адаптер нужен для того, чтобы этот язычок доставал до замка. Соответственно, в комплекте будут крепления. Смотрим, как он здесь стоял. И точно так же переносим его на адаптер. Берем два болтика. И закручиваем. Важный момент, пока это сильно не прижато, язычок ходит по адаптеру. Нужно язычок продвинуть в максимальное положение, как можно ближе к седлу. И в этом положении его плотно уже закрутить. Теперь, когда мы прикрутили язычок к адаптеру, нам нужно на родные болты поставить адаптер на крышку батареи. После установки адаптера нужно проверить, нормально ли закрывается замок. Как видите, все работает отлично. Еще один важный нюанс, это при установке проставок в седло могут отойти контакты от фары. На разных байках бывает такое, что разная длина вот этого провода, и, соответственно, где-то он остается держаться, а где-то отходит. В этом случае проводок отошел, и что мы можем сделать, чтобы этот провод подсоединить обратно к фаре? Первое. Это максимально протянуть его здесь, то есть вот этот провод, откуда он идет, то есть максимально его вытянуть. И далее, если провод еще слабо дотягивается, можно чуть-чуть подогнуть крепление фары вовнутрь и чуть-чуть подогнуть контакты в сторону проводов. Это я уже сделал. И, соответственно, теперь здесь уже провод нормально дотягивается, осталось его только плотно на контакты посадить. Чтобы посадить плотно на контакты, я использую вот такие плоскогубцы. Все, теперь, если мы поставим батарею и включим замок зажигания, фара будет работать. Приобрести проставки седло, как и любые другие апгрейды на Suron, вы можете на нашем официальном сайте suronshop.com, либо по контактам, указанным в описании.